Ребята, всем здорово. Сори за опоздание, просто это... Я пока все настраивал, то все делал. Короче, сегодня будем делать предикты на чемпионат, смотреть его, болеть за Нави, естественно, и, конечно же, получать награды. Короче, я сейчас не знаю... короче, но он победила, короче, команда, если что. Он, если что, победил, сейчас открою чатик. You do need those moments to be able to wrap things up really, really quickly. What is potentially the third and final set here for now and ever. By slowing down the process, you actually are giving Mr. Dostar plenty of time to be able to think things through and consider where things went wrong. Is it the draft? Looking at the maps and the moves ahead, how can we kind of cater towards the situation? We've seen a great amount of... Нет, еще пока что. Потом. Я стримлю сейчас. Так. Пока что ждем. Ждем пока что это будет новый вопрос или что-то еще. Как слышно, кстати, здорово, Тёма Плей. Как слышно? Нормально, окей. Я бы встал бы пораньше, возможно, бы сделал стрим, но сегодня же суббота. Вот. Тем более я сейчас поспал. Восточная Азия просто была уже, она прошла. Ща. Кстати, я пока что только 170 очков заработал. То есть, смотрите. Только вот этот заработал. В конце вот на 1000 очков получается вот такой вот спрей будет. Да, вот показывают моменты от Now or Never команды. Оставалось вот столько до синей команды, чтобы она все-таки выиграла, но не получилось, к сожалению. Тёма Плей, тебе кем... Вот, я хочу тебя назначить модератором, но тут два модератора, стандартный или ведущий. Но я тебя ведущим назначу, если что. Какая команда была номинирована на приз зрительских симпатий в феврале? Я не помню, чуваки, не знаю вообще. Давай Fire Spark. Purple Punch, если что. Purple Punch. Purple Punch, это правильный. А Пондер, ты стандартный просто будешь. Purple Punch еще был. А если что, когда я говорю, меня не перебивает, вот когда вот челик говорит, вот, Арк, по-моему, да? Я не перебиваю его случайно, ну, как бы я громче говорю уже, да, нормально все? Я на всякий случай так. Ну, вроде да, все хорошо. Ну вот, идеальный как раз. Сегодня второй стрим, возможно, будет, да, скорее всего, по БСу. Будем смотреть Brawl Talk, если что. Да, вот, хорош Тёма Плей, говорю, ты можешь там что-то... Да. Все, я уже понял. Я надеюсь, что сегодня Нави победит, она будет играть с реплитотом, если что. Yeah, no, definitely getting Gray off the table is it's much more pleasant for the viewing experience as well, I will say, rather than just one teleport forward and a massive. Вот, смотрите, Нави против Реплитотом. Надеюсь, что Нави победит, я надеюсь. А, еще Now or Never пока еще не выиграла. Вот сейчас будет третий сет, это
сейф. Надеюсь, то, что Now Never победит, потому что я проголосовал за них. Is in a fantastic spot for safe zone for me personally. I think that being able to have that kind of middle channel to really kind of like have as a cone for your opposition to go through and get as much value there as possible, I think it goes quite a long way for me. I think Grom especially is one of those brawlers which is having the pro scene struggle with a lot at the moment. The shots are quite hard to dodge, and I think as well with radio check. Okay. A lot of damage, additional damage to save, so I kind of appreciate that. That's that kind of ban for me. Safe zona. The key ones as well, they're being Broken Roughs. Ultimately, you know, eradicating some wall breakers, Colette as well. Such a big brawler to have for that kind of mid lane damage to be able to come back immediately the way it started, but ensure damage along the way, keeping you in position. Such a key thing to have. I think look out as well for B here as well. We saw a lot of that from SK last year on safe zone in particular, just keeping. Чуваки, у меня, кстати, под стримом нету этой, скажите мне, ссылки, то есть не работают, то есть надо будет видосики мне делать, поэтому это, чтобы не работали. У меня сейчас ссылка с донатом, которая в описании, она, ну типа, если ты нажимаешь на нее, она не переходит, ее надо это, слышь, копировать и вставить, чтобы потом донатик не кинуть. To be honest, I think we've kind of got to expect something that's going to be able to navigate that right hand side, whether that be a Carl with flying hook, the Colt with wall break, or even Eve levitating over that water. I think there's going to be something that'll do it. Так, ну что, погнали? Кстати, я забыл сказать то, что из команды Now or Never пикнули Ева, Белль и Отис, а в команде МДС, не знаю, как она переводится, но пикнули Пенни, Би и Грифа. Опа, все, Пенни убили. Отлично, отлично, отлично. Кстати, надо нажимать на вот это вот смайлик, потому что получаете халявные очки, это круто. Ну и когда играют, не помню. Ну, четвертьфинала еще, после вот этого будет Z Division и Team QS, а потом уже репетот и Нави. Третьим играть будут сейчас. Как зайти? event.brawlstars.com, если что. Вот, вы, наверное, из-за вебки не видите. Вот, event. Сейчас вам покажу. event.brawlstars.com. He's really slimy in this mid, I can't lie. He's been avoiding pretty much everything, and I knew as soon as I was going to say it was going to get hit by the 3k, but he managed to avoid that as well. Nice takedown of the left-hand side from Jiaku, and they already have about 24% done. Dorian falling low once more, and Tomsy kind of excelling over that side. We do see the bell going down to the B, but he's going to fall as well. Jiaku's going to jump away, and instantly again these hatchlings... Тепло, я его уже назначил стандартным модератором, не ведущим, я его уже убрал. Yeah, now or never really are in their element at the moment, not a shred of damage on the side of Miss Docile to their safe. The long-range affair seems to really be working out in a place of comfort for them, as Tomsy continues to... Ну, кстати, пока что красная команда побеждает, это хорошо. Для меня пока что. Отлично. Кстати, у Бия метка. Это отлично. Минус Бия, минус Гриф, все. Сейчас будет минус сейф. Все, пошло, поехало. Отлично. Все, осталось 10 секунд. Вот сейчас, вот, все, 10 секунд осталось. Все. Отлично. Отлично, let's go. Let's go, let's go, let's go. Отлично. Сейчас остается одна игра. Если выиграют одну игру Now or Never, а вот FA, Мистер Доса. Кстати, вот еще. Но они синяя команда, которая. Если сейчас Now or Never побеждают вот эту вот одну единственную каточку вот эту вот, то они проходят следующий этап. И побеждают. Погнали. Мы с Марик, естественно, нажимаем. 190. Но пока все хорошо. Белль наносит дамаг по сейфу. Пока все хорошо.
left-hand side, even though he's got a pretty good matchup here. Мансует вообще, кстати, жестко. Selling too much, and Tom's over the right side as Отис использовал гаджет. У Болея есть ульта, она может поставить на кого-то метку. Опа, Пенни выживает. Отлично. Метка, кстати, по-моему, поставлена была. А, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гриф забрал кого-то. Отиса, Гриф забрал Отиса. Пошел дамажить, все. Первый дамаг пошел по сейфу красной команде. Хорошо, так. Минус Гриф. Томзи убил Грифа. Так, теперь у нас еще минус Солти. Мрик остался Мрик из синей команды, он еще живет. Гриф подходит, пытается убить Отиса, но у него не получается. То есть, пока все хорошо. Пока что синяя команда побеждает. Метка, кстати, поставлена на Би, на Солти. Хотя мы прикинь, ты тот Солти, который в GeoGuessr играет. Ладно. Это не тот. Так, хорошо. Надо, кстати, мортиру убить, чтобы она не мешала. Хорош. Все, минус мортира, отлично. Угу. 20 секунд осталось. Надо вот чуть-чуть вот дамага нанести красной команде. Чуть-чуть. 1% надо нанести дамага. Все нанесли, все, они сейчас выиграют. Все, 7 секунд осталось, 7 секунд. Все. Красная команда выиграла, чуваки. Now or Never победила. Now or Never побеждает в первом четвертьфинале против Мистер Доса. Отлично. Кстати, с днем бустера, сегодня у бустера днюха. I've got to say, before that moment, I was going to praise Thompson for just his awareness of range. I mean, the way that he was able to really continuously win that right-hand side lane against Dorian, keeping his distance and... Все, Now Never выиграла, сейчас должны мне дать эти очки. It helped out so much, and I think a great deal of the pushes that were obtained by Now or Never were a result of Tomzi on their right-hand side. Так, ну это халявная соточка. Наверное, Томзи будет. А, все-таки Луки, ну ладно. Плюс соточка этих очков, отлично. Это халявно, можете забрать ее. Халявная соточка всегда не помешает. It's a really good start, and that's exactly how you want to come in and start your 2023 season, let's be honest, but to look ahead as well. Кстати, теперь чемпионаты будут идти февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август. То есть прям до августа будут идти. Отлично. Каждый месяц. Like I said, looking at those substitutions, I think that must have helped them a little bit along those ways of keeping everyone warm. Yes, we had that little bit of downtime going into that third and final set as we had to kind of like go into the friendly lobby as a result of that substitution. But I think it's a great thing to have your entire roster kind of like cycle through in those moments so that when you get to the semi-finals, you're playing cold. Now Never выиграла. Even with cycling players in and out, they managed to just do such a good job of keeping the composure and keeping the momentum flowing through themselves and getting wins after wins because of it. And I questioned it at a certain point, but it did just seem to work so well. MVP this time it is going to be Luki, and honestly, deservedly so. I was just watching him for a lot of that, and his movement's just phenomenal. Yeah, sliming as you said. But again, it's just that level of experience that you expect. The best teams in the world are those that just don't give your opposition an inch. They will take a mile if they do, and Luki was just playing it phenomenally well. I do feel like it could have been any of the players, to be honest, on Now or Never. Everyone did their bit, but Luki in that last match, especially in safe zone, really cutting the mustard for me. And yeah, great stuff from Now or Never. Все, вот, все, соточка еще одна залетает. Теперь у меня 390 очков. Отлично.
Офигенно. Сейчас будет вторая команда. Вторая команда это у нас Team Quest из этой Division. Ну тут, естественно, должна победить из этой Division. Вот, вот, event.brawlstars.com. Вот сюда вот заходите, если что, получайте награды. Только надо залогиниться там через Supercell ID. И все. I wish I could say the same, to be honest with you. I didn't submit any for APAC, which is definitely not the best start to my my BSC prediction career. But I mean, knowing I'm notoriously so good at predictions, I'll probably bring it back in coming monthly finals. I think it's clear who we need to be paying attention to when it comes to predictions. But let's look into our next matchup of the quarterfinal stages. Of course, Team Casso are going to be taking on Team Quest is at the Division. Chatback Gaming EU squad of the World Finals of 2022 coming in. But let's talk first about Team Casso Trav, of course. Boss, alias J, Javi. The World Finals almost went their way. Boss, alias J. И Джави еще. Вот они. They got to bounce back from that. I felt like they were going to be able to secure it. I thought they were going to be landing themselves in this quarterfinal stages. Ну тут Зета, да, тут Зета я выбрал. Мне кажется, тут большинство выберет Зету, тут естественно. It definitely is, and I was sitting in the stands thinking they were going to win it, to be honest, but Zeta Division were Chazmac previously in Worlds, and they impressed Zeta Division against them so much that they actually decided to sign them for this year. Giro, Navi, 297, and Meow. Little roster change coming in, rather leaving the team, and we'll actually be seeing him just a little bit later on in quarterfinal number 4, I believe. It's a really strong roster, but I'm excited to see how they do fare against Team Kato. Мне кажется, Зета должна выиграть. Кстати, жаль, что тут не 3 сета, а 5 сетов. Let's be honest, and that is the case. You know, Chazback, roster going over towards the next division, but of course, not only are we going to be. Эу. Что-то включило меня. Непонятно почему. Ну окей, мне кажется, то, что да, тут Зета выиграет, естественно, потому что Team Quest, у них шансов особо мало. У них мало шансов. Вот он, кстати, репли тотем. We got to look at INSO quite heavily because looking at Reply Totem last year, it was a slow start for them. They didn't really have those earlier results that they were looking for. They made a bit of a substitution, with Soda President passing ways and bringing in Joker, of course, for Reply Totem. But INSO, of course, played a big, vital role when it came down to the drafting and just the game plan, the core mechanics of that squad. And now, that's the black book going over towards Ace Division. I think that is a very, very powerful thing, and I'm very curious to see whether, when it comes down to their first. Зета 86%, Team Quest 14%. Сейчас прикол, если реально Team Quest выиграет, я офигею. Капец, мне нравится у этого челика, я не знаю, это Арк или не знаю. Наверное, Арк. Brawl Stars. У него, короче, на заднем плане вообще прикольно все. Все к Brawl Stars относится вообще. Great work, and INSO is that guy. Very, very hard working and very good, very strategic in that way also. So that could be something which I feel like Team Kessler have got to keep their guard up. I mean, going back to Team Kessler just a little bit, we saw them last year in Season 2 of the Snapdragon Pro Series for the EMEA region. That's it wasn't a great season for Team Kessler. They struggled to get, I think it was even a single win, but nonetheless, I do feel like we saw a different Team Kessler on the world stage. I mean, STMN in the North America and Latin North region, they are a great team. I had them down to maybe even go all the way at the World Finals. And Team Kessler almost beat them in those quarterfinal stages. They did get reverse swept, but, I mean, let's focus on the positive. They really almost did seal the deal, and it took Bobby to play for his life to keep STMN in that. Ждем, пока начнется, карточки пока начнутся. Потом я начну стрим по соло-лиге, и потом будем смотреть Brawl Talk. 10-минутный.
Brawl Talk, посмотрим, что там какие бойцы будут, какие. Я вот жду не дождусь бойцов новых, потому что у меня все бойцы уже как-то что-то неинтересно стало. И, ну, хочется кого-то нового поскорее. Я уже по новому бойцу соскучился. Да, Зада должна выиграть. And then in reality they should have beaten STMN, but they just couldn't quite close it out, and that is the hit or miss. You know, they one day they'll come in really strong, or even one set they'll come in really strong and then completely let it go after that, which is obviously what they did at World Finals. Whereas Zeta Division, you know, I don't know if we can call them more consistent, but they definitely seem to be able to keep a hold of wins a lot better. Well, we're going to be getting into the draft shortly, but we're just waiting for Gero to Да, Арк. finish Вот his про last Арка match, я и which говорю. it turns out he lost as well. So let's hope that he's feeling better about the power match format than he is on the ladder format, as he was just doing so. Nonetheless, though, again, I feel like Zate's Division coming into this monthly final must be feeling pretty good about themselves. I mean, Я помню раньше, когда, по-моему, в позапрошлом году была английская трансляция, там papahell кто-то еще был, а тут пока ее нету, и в прошлом году тоже не было. Ну ладно. Show everyone what they're doing really well, where they have a bit of room for improvement, and also to bring a bit of a mastermind behind their draft to make them experiment some different ideas. I think Team Casso are a little bit predictable almost in some of their drafts these days, to be completely honest, and we see some similar ideas from them. I mean, if we're going to be having, sort of, a lot of maps like that are going to cater towards Eve, they're going to be the team that are going to be picking it and not banning it, let's be honest. And Eve now in a good place. I think that Zate's Division has got to be a bit cautious around those things, but I think Inso is the kind of person who has that awareness of the opposition and can really just remind everyone, like, guys, this is the team that are more likely to do this, so here's our firm strategy around it. So let's see, though. I think it's going to be a close one, nonetheless. I'd be curious to see what the poll is over at event.brawlstars.com as to what the views at home are thinking on this one. Yeah, I mean, one thing I do want to touch on, though, is apparently Rama was the mega brain of Chazmak last season, so a lot of people are scared of his drafts, and now that he's kind of moved on from this Zeta Division roster to a roster we'll see a little bit later down the line today. I'm just questioning whether or not Inzo will be able to fill that gap. Yes, he's been incredibly useful for previous teams, whether it be for coaching or drafting, but Rama, he was a really dangerous drafter, and it was a lot of the reason why they were able to get so many wins in previous seasons. Тут, короче, рассказывают, я уже жду, не дождусь сказочки. Тут рассказывают просто про Зету, про Team Quest, там, как они там. Ну да. Давно играют там, и как они это. Тактика какая-то у них там или что-то еще. Кстати, вот первый сет, это Brawl. Супер пляж, карта. Кстати, сначала Brawl, потом сейф и потом нокаут. Team Casso to be able to get this done. Well, the first set will be Brawl and Super Beach. A game that's obviously very aggressive in nature. One that I think could cater to both. Интересно же, кого забанят, а кого будут брать. Are a little bit more long-ranged in their approach, or at least in terms of their comfort zone. So we'll have to wait and see as to who will pick this first set, but a very important one to take. Ultimately, that first little spare of energy and boost will sometimes lead the way as to what's going to come next, but the draft will be coming in very shortly, and we'll soon see. Так, ну уже забанили, получается. О, уже берут Ворона, кстати. Забанили Би, Стю, Макс и Барли, Эмз и Вольта. Няо берет Ворона. Интересно, на какой фланг пойдет Ворон? Team Quest берет Отиса. Алис берет Отиса. Потом Спайка. Берет Жави. Дальше за Division, кого интересно они возьмут. That will be on the minds of both of these two teams because they are quite closely matched, let's be honest. I'm always interested by Spike coming up so consistently as an early pick here. We see it often towards the end as well. It's a very safe idea.
Аж, ой, Эш. Я уже это, да, заплетается язык. Эша берут за The Division. И ластовый перс, который будет в The Division, остается. Получается, будет Ворон, Эш и кто-то еще. Интересно, кто же. Ворон, Эш и Пенни. Пенни все-таки. Но, кстати, Мартира будет напрягать синюю команду, напрягать Тим Кэссу. Тут, кстати, Гейл, да, может подойти. Как они как раз про Гейла разговаривают. Может Гейл подойти. Супером может кого-то застанить и все, и добить его, в принципе. Ну берут Сэма, но Сэм, он тоже неплохой перс. Сэм неплохой перс, в принципе, все. Все, сейчас пойдут карточки. Поехали. Задержка у меня. Ой, вообще... Ну. Я обновил. Вообще полностью сайт обновить. Давай полностью сейчас сайт обновлю. Окей, погнали. Ну пока это прям вот вообще хорошо идет. И первый гол! Первый гол! Опа, Ворон залетает, убивает просто. Ой-ой-ой, Сэм что-то как... Смотрите на Сэма. Посмотрите на Сэма, господи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, аккуратненько. Сэм как-то выживает. Блин, он не взял свои перчатки, так бы он сейчас похилился бы и пошел бы. Скин Эша, кстати, прикольный. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Эш чуть не... Эш, выживай, давай. Ой, а мне надо... Все, он не выжил. Ой, блин, сейчас Тим Квеста забьет. Сейчас она может забить. Все, она забивает, и первая каточка дается, да, побеждает Тим Квеста. Нифига. Но за The Division она сразу залетает, сразу же залетела, а потом уже Тим Квеста добил их. Вторая каточка, кстати, пошла. Эш еле как выживает, прям еле-еле как выживает. Кстати, 400 очков уже найс. Капец, 300 челиков, ну, блядь, это не прямой эфир. Ой-ой-ой, аккуратно. Все, и первый гол отправляется Тим Квеста. Неужели они сейчас выиграют первый сет? Неужели Тим Квеста выиграет первый сет? Ой-ой-ой, выигрывает первый сет Тим Квеста. Просто. Тим Квеста первый сет выигрывают в ВБ. Это просто капец. Хороший, да, старт у Тим Квеста. Хороший вообще старт. Пока что нагибает за The Division.
Мне кажется, они потому что взяли Сэм. Вот Сэм, смотрите, как Эш вот нагибает. Это вообще жестко. Тем более, вот видите, пытаются дать как-то мяч. Пытаются как-то задефать, но у них ничего не получается. Да-да-да, Сэм очень, это, жесткий очень, Сэм. Тем более, с его пассивка, когда он забирает перчатки, он хилится, это вообще жестко. Это уже вторая каточка, просто берет спайк и забивает гол. Я уже жду не дождусь Нави с реплитотом. Ну, посмотрим, как они будут себя вести. Посмотрим. Сейф. Ограбление. Давайте посмотрим. Мне кажется, тут будут брать, естественно, дальников, например, какой-нибудь Би, Бэль, или какого-нибудь Кольта, Брока, что-то типа того. Или наоборот забанят их. Может, Пайпер тоже забанит, посмотрим. Да, Пайпер вот сюда вот тоже подходит хорошо. Джесси, кстати, тоже здесь неплохая. Да, Брок тоже может раскрывать здесь вот карту, стенки раскрывать. Вот как раз. О, Лола, кстати, уже берут. Тем Куэса. Без забанили Бонни 8 бит. А The Division забанила Еву, Грома и Бейль. Опа, в какой команде Джеро и Нави когда-то играли вместе? Я не помню. Я не знаю. Пусть будет Казма Гейминг. Я угадал, я наугад сказал. Казма Гейминг. Йоу. Макс, Брок пока что в The Division, а с другой стороны Тим Куэса берут Лолу, Отиса и... Мне кажется, почему-то Джесси возьмут. Кто-то Джесси возьмет, мне кажется. Кстати, Пайпер тоже могут взять. Пайпер могут взять, Джесси могут взять. Пайпер как раз вот взяли. Как раз Пайпер взяли. А за Division интересно, что взять. Well, I mean, it's going to be good, and yeah, Max doesn't have as much maneuverability as it usually like to with the speed. Quite a lot of the time just locked into, you know, a four-tile gap where Piper can still kind of exploit you at that range. And Zeta Vision got this last pick, and we've got to question what Nani, кстати. Ну, с ульты, кстати, было бы неплохо, да, неплохая тоже. Нани тоже неплохая. Pretty much win every single match against this Piper, or in reality should do. And the same with a lot of other brawlers as well. Brock should be able to beat Lola and Otis at this range, but it's just a question of whether or not they're going to be able to hit shots. This is the thing, and I have the same kind of level of concern a little bit here, because I feel like for the most part, Zeta Division have got the better comps. But are they playing it better? No, they're not. I think Интересно, кто здесь выиграет. Интересно, могут ли The Division как-то вырваться и закомбэчить? Нани использовал, кстати, гаджет, чтобы это... Нифига! Это, кстати, надо это нажать. Пайпер засейвилась. Повезло. Вот, кстати, Тим Куэса вообще
вообще у них получается хорошо. Ой-ой-ой. Блин. Ой, сейчас лютый дамаг будет. Ой, блин, у Зета вообще плохо дела. У Зета вообще дела плохо. Блин. Брок умер вовремя. 1050. I mean, in what's meant to be Boss's worst position on Pipe here in the defense, he excels the most and gets 2 kills and defends it nicely. Pete being brought out once more and he does have that return. Ой, хорошо, 39 хп остается. Can't really teleport forwards and get damage on it because of that. Double connection, but he does make the return to sender work and sends it back to Boss. LSJ trying to push up this side now, but he knows that Ой-ой-ой, 300 хп. make the big moves. Boss trying to assist his teammates. Отлично. Отлично, отлично. Зета врывается, отлично. Ольца только надо убить. Ой, хорошо, все, пока Зета Division лидирует. 30 секунд остается. Остается 30 секунд. Пайпер засейвилась, но все-таки дала урон сейфу. Ой-ой-ой. Походу здесь это здесь будет выигрыш за Division. И все. 4033 хп. Нанес пипу и все. И за Division здесь побеждает. Первая каточка. Неплохо. Пока что The Division выиграл первую каточку, вторая каточка пошла. Кстати, поменялись сторонами Нани и Брок. Ой-ой-ой, все, так, минус Пайпер. Отлично, так, смайлик нажимаем. Ой, блин, Лола убили. А, ну хорошо, наоборот. Для Зеты. Отлично, пока что Зета нанесла 19% урона, даже больше. Так, ну пока хорошо идем. Наня, сейчас Пайпер... А, я думал, Пайпер подпрыгнет, ну ладно. Все-таки решила урон на себя, ну, защитить урон от сейфа. Отлично, Нани выжила. 3600, 3621 дамага просто наносит. Ну, половина урона нанесли на сейф за The Division. Пока что хорошо для них. Отлично. Ой, Пайпер наносит урон сейфу за The Division. Это для них очень плохо. Ровно пока половина. Вот, половина и половина. Все, пока что Team Quest выигрывает. Отлично. Для них это шанс. Есть небольшой шанс. Все, есть. Пока что The Division выигрывает. Отлично. Пайпер уже 6 хп остается. Лолу почти добивают. Лолу добили. Осталось очень мало времени. Очень мало времени остается. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Кто? Ой, блин. Капец. Team Quest все-таки выиграла. Не успели за The Division, к сожалению, выиграть этот сет. Не получилось. Было очень близко. Было очень близко. Тем более трудно было задефать.
Ну и чё? Следующая каточка. Вот это уже решающая. Или Z Division, или Team Quest уже второй раз. Минус Пайпер. Минус Отис. Отличное начало для Зеты. Так что хорошо, отлично. Ой-ой-ой. Брок аккуратно может слиться. Пип полетел. О, вот это Пайпер попала просто. А вот это она, наверное, не ожидала. Так, ну пока The Division выигрывает. Ой-ой-ой. Опа, Пип пошел. 70-70. О, пока что. Пока что Team Quest выигрывают. Ой-ой-ой, сейчас Пип полетит. Пип сейчас полетит. Ой-ой, Джави сейчас он наносит же урон. Надо задефать Джави. Он сейчас будет столько урона наносить. 663 тычки. О, вот это, кстати, плохо. Очень плохо для Зеты. Хотя, смотрите. Ой-ой-ой, а все. 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 Team Quest выиграла 2-0. Капец. Team Quest выигрывает Зету. Каков шанс, что может Зету закомбэчить? Это уже другой вопрос. Остается только третий сет, это нокаут. Третий сет нокаут у нас сейчас будет. Остается нокаут, награда за поимку и ход-зона. Вот именно в этих сетах, в этих режимах может The Division все-таки закомбэчить. Но есть шанс все равно. Посмотрим. Ну блин, ну Джави, ну его надо было убить. Его надо было задефать, потому что он наносит дамаг сейфу, и его игнорят, и все. Тем более, вот у The Division там осталось сколько? 9%? 9% осталось, да, уж The Division это вообще капец. I was certain coming into this matchup that there was maybe a gadget mistake on that side, and it pains me that they're not rewarded for those stats. You know, that's the thing, and the comp really was in their favor. I mean, they had Nanny over Piper, and they had the range advantage over the Otis. I just don't really feel like it should have gone that way. And now going into knockout, так, нокаут. Gold Arm Gulch. Я не знаю, как это переводится, ну, какая-то карта вообще. Ну ладно. Макс, Ева, Бо забанили. Уже берут Тика, Зета, Division. Вот, кстати, Тика взяли, могут взять какого-нибудь Мортиса, допустим. Это будет очень плохо. Хотя, не знаю, могу задефать Мортиса, в принципе. Брок, кстати, неплохой вариант для Team Quest. Я забыл сказать, что забанили также вот The Division Max, Sprout и Гром. Team Quest второй челик будет выбирать... мне кажется, тут подходит такой боец, как Динамайк тоже. Бонни, кстати, неплохой персонаж. Тоже неплохой. Сет Division выбирает Нани и Отиса.
there's still options. I don't know about now. Ну и последний перс от Team Quest. He's just feeling himself after the last one. He's feeling himself. Yeah. Мне кажется, должен быть какой-то метатель в одной из команд. I mean, but ultimately, I mean, it is going to do something to deter the amount of wall break from the Brock. I can kind of. Барли тоже неплохой, кстати, вариант. The stronger then you kind of make your opposition with the nanny pick, but I mean, Peep can scout, sure, can get kills from across the map, but. Джина берут. Берут Джина, все-таки Джина берут. Ну, кстати, стяжечки, возможно, да, подойдут для Джина. Неплохие команды, неплохие пики, в принципе. В принципе, пойдет. Хорошо. You want to be going for that and not the Otis for obvious reasons with the mute there being available. And they got a lot of long range. I mean, I'm not really convinced, but if Zeta can bring it out of the bag and do that now, they might be able to spur something back, claw things into a fifth and final set potential. But Team Kesso have got the momentum behind them, and that's so dangerous in this scenario. Yeah, I mean, I guess it's kind of a question of early game versus late game. Like, Nanny's not going to be good really Так. much in the late game. Ну я понял, Брок, ну это хочет здесь все раскрыть. He's not going to be able to deal with these ranged opponents that he's faced with once the map does start to get broken up. And if Alias J can make some. Вот мне, кстати, нравится нокаут тем, что тут просто надо убивать челиков, пытаться играть до тех пор, пока ты кого-то не заберешь. Это, кстати, неплохой режим. За это тут только будет один стрим по чемпионату, где Нави. И все. Потом посмотрим на следующем месяце, посмотрим, что там будет. Возможно, тоже будет стрим по предиктам. Я уже нажал, окей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас прикол Тик выиграет. Ой-ой-ой, нет. Все-таки не получилось. Team Quest. Хорош. Блин, будет обидно, если все-таки The Division реально проиграет. Ну, потому что мы все так надеялись. Тем более 86% челиков сказал, то, что The Division выиграет. Ой-ой-ой, затяжечка-то какая! Минус Джин. 2 на 2 остается. 2 на 2. Ой-ой-ой-ой-ой, 2 на 2 челики. Раскрывает карту. Пока что счет 2 на 2. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так. Пошло. Ой-ой-ой, бомбочка-то как помогла. Хорош. Вот эта бомбочка была. Отлично. Ideally, I mean, that was the mistake there from Team Castle. They needed to land that. Absolutely so. And it was costly for them. Now Alias is getting caught a bit off guard. Stuffers, I think, is just adjusting his thumbs there, but he did take a lot of damage for it. Meow got his super into hand, and Alias needs to be very cautious. Needs to heal up now to keep it slower, get within the radius of the magic puffs and bring back to action. Пип полетел. Он пытается Брока задеть. Ой-ой-ой. Блин, почти. Пип все-таки не врезался ни в кого. Ой-ой-ой. Стяжечка не прошла удачно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зета выиграла первый сет. Ну почти. Первую каточку первого сета. Отлично. Отлично.
go in and just secure something, and it just feels to me like Team Kesso crumble in these later moments, whereas Zeta are able just to keep things a bit more together, a bit more composed. Вторая каточка, кстати. Big break there from Alias exchange to the mid. But again, we're seeing that similar idea as this comp is working. I mean, I didn't think the nanny was really going to be able to cut the mustard here, if I'm honest, but with the tick in the top left, side, and Gary from underneath, and everyone is kind of attacking this from a nice side. Look at the amount of utility they're being able to cycle in as a result of that. Batsplatter goes down. Oh, the pirates in the Давай, Пип. the nanny are coming in now. Ой, блин, было близко, капец. But now he has got to start to confirm these final moments to give themselves an earlier advantage. Yeah, it's got to hurt. Vengeful Spirit's being popped, and a return to sender on a Vengeful Spirit is not something I've seen before. I'm not sure he's going to be. Капец, Брок уже потратил 3 гаджета, нифига. А, ну он просто раскрывает, я понял. Кстати, хорошо было. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А все, ну отлично. Так, ладно. Офигенно. Для Зета вообще отлично. Тем более Пип врезался, это просто... какая красота. The utility has been more on the side for me on Zeta. Nice amount there of spread from Boss as the Vengeful Spirits coming in. They are pushing forwards now. I'd like to see a bit of a pull here, potentially here from Boss, but they're going to retreat. A bit more damage coming in than I'd like to see in the Peep. Going to be coming around and looking to make a connection here. Пошел. Ой-ой-ой. Минус Бонни. Отлично. Второй Пип полетел. И минус Брок. Все, Зета забирает этот сет. Неужели Зета закамбэчит? Неужели Зета закамбэчит? Ну, пока что нормально. Следующая будет награда за поимку. Fair enough. I mean, that really was the time for Team Kessler to close the door on Zeta. In fact, now what they've done is leave things wide open for a potential turnaround, and I don't think Zeta are out of the question here, to be completely honest. Especially not if we look back at knockout. I mean, I do feel like they threw the. Посмотрите на вот эту вот бомбочку просто, но она такая сочная. I felt like Zeta should have won that second set. They didn't. But now they're starting to bring things back in a way which reminds them that they have what it takes to beat this squad. And I don't feel like the Team Kessler drop has been as good, but the credit due to them is really the fact that they are making the brawlers that they've got in that drop work better until that last set. So where we go from here is really going to be up to Kesso and Zeta, and who wants to take the lead. But Javi got 0 kills there, wasn't really able to provide much. Gary was 7, 4 with Meow. I mean, dominating scorelines, but we did see a very dominant scoreline in the round of heist. It wasn't safe, and it was a bridge too far. But my point being is that we're seeing great stats from Zeta, but that's the first. Теперь 7 киллов Гера. Жестко. I mean, Javi just sitting with 0. He couldn't really do a lot. It took him so long to get his super, and by the time he had his super, we had last hurrahs still available, tick heads, mutes from Otis, return senders and stuff like that, and he just wasn't able to get the value out of jumping in with Bonnie at any point in the game. And even at one point he sent one of his teammates to the grave when he jumped away from the tick head, and it ended up going for his teammate instead. Probably a tactical decision as he was quite low, but even upon landing he just didn't do anything either. Yeah, some struggles, some cracks potentially starting to show here for Team Casso. And this kind of, for me, has been a familiar story. Looking back to last year with them, they haven't had the greatest of score lines against reverse sweeps, let's be honest, but Shooting Star is a map that I feel can cater well to. Падающая звезда. Падающая звезда, карта на баунти, на награду за поимку. Кстати, Нани и Бо. Вот на этой карте Нани и Бо раньше была такая мета. Я не знаю, сейчас она есть или нет. Но, кстати, Нани забанили все-таки. Нани все-таки забанили. Ева, кстати. Ева.
it's not the best Eve map, but we are seeing a lot of Eve on this particular map. It just kind of makes a lot of sense with the bans that are in play. Имба. Ага. Пикнули Еву. Так, следующий за The Division она будет пикать, мне кажется, какого-нибудь Брока тоже на раскрытие. Возможно. Может быть, и Team Quest тоже будет раскрывать, не знаю. Посмотрим. Справа, кстати, неплохой вариант, чтобы сюда он подошел. Бель, кстати, тоже. Хорошо. Состав Team Quest сейчас такой же, как и в 2002 году, блин. 50 на 50. Да. Отлично. Если что, да. Да. Да, правильный ответ. Отлично, половину очков уже собрал. Офигенно. Брок, ста. A good pairing so far from Zeta, starting to, for me, just, if they can make this comp work, again, like I said before, the drafts seem to be better. It seems to be a bit more traditional. Вот как раз я говорил про Брока, вот он Брок. Возможно, они будут раскрывать карту. Бонни. Беру Team Quest. И Джина тоже берут. Интересно, кого возьмет The Division на последнего бойца. Мне кажется, какого-нибудь тоже дальника, хотя не знаю. Либо кого-нибудь Спраута, вот тоже подходит нормальный перс. Ну и Байрон, Тик, кстати. Тик. Ну да, метатель, вот метатель подойдет хороший прям. Ну, пойдет нормально. Стебан, Мэнди, Макс, Газ. У одной команды, у другой команды Мэнди, Пайпер и Нави. Наверное, за моей вебки не видите. Там вот внизу было это. Мэнди. Ну что, поехали. Отлично. Ой-ой-ой. Ой, вот это сейф, кстати, был хороший. Ой, блин, Джави. Хорош. Ой, блин, метка все-таки промазал. Нави. Ну, пока все хорошо. Ну, хотя не особо, но пойдет. Кстати, надо нажимать на тик. Вот. Так. Ну, на смайлик. Кстати, Бэй пытается бывать под Джину. Все-таки, да, мансует жестко. Ой, раскрытие пошло у Брока. Раскрытие у Брока пошло. Ой, кстати, метка на Джина поставлена. Оп. Ой, пытает... блин. Ой. Кстати, да. Попытались как бы сделать килл, но не получилось. Кстати, остается чуть-чуть времени и все. Зета, давай! Ой-ой-ой, нужен один килл. Ах, все-таки не получилось. Не получилось все-таки первую каточку выиграть для Зеты. И остается ластовая каточка для Team Quest, чтобы она прошла в следующий этап. Ну, погнали. Ну, погнали.
Зета, да. Очень сложно идет. Жаль, что-то остановился. Так. Ну, пока что, да. Такое се. Так, бомбочка идет. Ах. Кстати, поменялись. Кстати, Зета пытается зажать, то есть, да, как-то этих. Пытается зажать, ну, Зета до этого пыталась зажать Тим Куэса. Сейчас Бонни чуть не умерла. То есть, получается, ну, было близко. Кстати, метка на Еве. Имба. Ой-ой-ой, Бонни. Отлично, кстати, уже 30 секунд остается. Ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой. 2 килла сразу. Отлично. Отлично, уходите. Зета. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, Зета. Хорош. Вот это я понимаю. Капец, они очень близко к поражению, они очень близко Zeta Division к поражению, но они пытаются как-то выкручиваться, пытаются как-то выигрывать, и у них это хорошо получается. Ну, погнали. The amount of turnaround potential that is available for Zeta under the circumstances is huge. Опять сейчас Zeta выигрывает, то есть получается останется один решающий сет остается. Так-то, если было бы 3 сета, то тут бы уже Team Quest бы выиграла. А сейчас Zeta Division может отыграться, потому что тут 5 сетов. Очень напряженная игра, очень напряжно. Zeta Division нельзя допустить никакую ошибку. Им не нужно допускать ошибки. Да, кстати, метка на Бонни, я забыл сказать. Кстати, пытаются зажать Team Quest. Хорошо. Ой-ой-ой. Вторая метка на Бонни. То есть, ну, да. Так. Ой-ой-ой, бомбочка у Тика готова. Ульта у этого тоже готова. Опа! Минус в Джин. У этого ульта у Брока была готова, я забыл сказать. Все. 10 секунд остается. Им нужно как-то выиграть. Давай. Ой-ой-ой. Неужели? Это победа для Zeta Division. Вот это камбэк. Кстати, я в последний момент успел нажать. Вот это камбэк, я понимаю. Остается ластовый сет. Решающий ластовый сет остается. Фух, это было напряжно, очень. Остается только ход-зона. Остается только горячая зона. Never thought I'd see the day where my accent's being mocked by another Brit on stream, but, you know, I'll accept and move on at this point, because it's not worth arguing over.
on a Brawl Stars Championship stream, especially when we've got such exciting gameplay as what we're seeing on the screen as Zeta Vision bringing it back to 2-2 after being 2-0 down. And I mean, at this point, is anybody better at getting reverse sweep than Team Queso as Zeta Division are nearing closer and closer to... Кстати, в Team Quest все по одному киллу. Team Queso don't want to be repeating history. Obviously, Гера 3 килла, блин, Гера что-то всех убивает. Красава. Что сказать? You don't want to start 2023 as you meant to go on at the end of 2022. Like you need to learn from those mistakes. It's not over yet, of course, for Team Queso, but this will now be looming in their minds, massively so, going to this fifth and final set. I don't think the comp was bad. I feel like Zeta had the better comp, but I felt like that's the majority of the sets today. Zeta have been drafting better, in my opinion, you know, across the board. Team Queso were kind of starting things out, you know, out-drafted slightly, but they were getting the wins. But now it seems to be the case that as time has been going on, their confidence has been dwindling a little bit. Some of their picks for me have been a little bit worse than they were at the very beginning of the stream. I mean, Bonnie there can get some good value, but ultimately we saw Zeta and how they approached knockout. They were very, very good at just keeping awareness, keeping each other's backs effectively. There wasn't really many opening doors for Team Queso to come in and cause the disruption because, you know, Zeta had, you know, a lot of awareness around potential assassination attempts, and that was the same story shooting Star. Интересно, какая карта будет в горячей зоне, кстати? А, открытая зона, окей. Ну тут, знаете, тут может быть... Тут хороший пик, может быть... Сейчас вспомню какой. Но я давно просто на этой карте тоже не играл. Ну, да, на этой карте я давно не играл. Тут, мне кажется, бан будет Энс, что-то еще. Пэм, кстати. Может быть. А, нет. Я ошибся вообще. Би, Бонни, вот тут подо мной вот Би, вот там вот Би, Бонни, Стю, Би, Бонни, Стю, Ворон, Мэг и Бия тоже. Мне кажется, будут брать, да, каких-нибудь дальников. Макс, кстати, неплохой. Перс, можно будет как-то это, накопить ульту и убежать. То есть прям хороший перс. Следующий будет пикать, это у нас Zeta Division. Zeta Division. Поко. Ну, кстати, хилить тоже неплохо можно будет, да. Может быть, даже два хиллера будет, Поко и Пэм. Yeah, I mean, to be honest, I quite like the Pam to pair along with the Poco. It's pretty solid. But we do see a lot of Amber on this map, and I know that's something. Yeah, shout out to 2022 and Ark loving his heavy Amber. We might see. Все-таки Пэм, как я и сказал. Два хиллера. Реально два хиллера, как я и сказал. Мне кажется, Эмс возьмут. Два хиллера уже в команде, это вообще... Лу, кстати, ну своей ультой он может, да, сделать такой каток дрифтовый. Там может это, гаджет юзнуть, чтобы всех заморозить, это будет вообще имба. Макс, Лу и кто-то еще. Great range on it. You know, you can have the super totem as well down to just kind of keep feeding into the Lu or anything else. If you get the takedowns that you need to buy the time that you have to really get from it. Gonna bring Colette. It's a bit of a risky one, if I'm honest, on this particular map. Ну, не знаю. Ну, посмотрим, как каточки пойдут. Посмотрим, как каточки пойдут. Из этой Division тоже остается один перс, который надо выбрать.
Мне кажется, это будет Эмс почему-то. I'm gonna go for the amber here. I think it's a pretty decent composition overall. I do really like the Colette, especially into the Poco, into the Pam. It's gonna be Бель, ну почти, ладно. Бель, кстати. Ну ладно. So close yet so far. Completely different brawler. But to be honest, you know, I do still like Zeta Division's got that a little bit more. If they can, you know, deprive Lou of these supers, which I know it's gonna hard to be. Капец, два хилера в тебе. Я не знаю, как это пойдет. Ну, посмотрим. Cohesive unit, I like Zeta a lot more, but Team Queso do seem to have just gone for countering those singular lanes. I'm with you, by the way. I feel like the Amber would have been better for Zeta. I feel like for me, the Colette wasn't the play. I think the Bow was the play myself. But nonetheless, let's see. А ну-ка, посмотрим, как они тут поведут. The Max is going to be a potential big turning point though for Queso, and they're going to really rely a lot. Ну, кстати, уже все, уже это на горячей зоне. Капец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нужно быть аккуратно. Поко чуть не умер. Кстати, надо даже нажать на этот смайлик. Я забываю. Отлично. Пока что Team Queso лидирует в горячей зоне. Отлично. Отлично. Это Division снова на горячей зоне. Это отлично. А, кстати, Поко взял другой гаджет, я понял. Отлично. Отлично. Хорошо. Да, кстати, на Бель сложно попасть. Но все-таки Нави попал, хорош. Ой, хорош. Нави добил Алиса. Кстати, за это выигрывает вообще. Отлично. А все, за это выиграла. За это выиграла первый раунд. Ну что, решающая каточка для Зеты. Неужели они сейчас закамбэчат? Неужели сейчас Зета закамбэчит? I mean, you know, when you come out of the World Finals after a reverse sweep, the last thing you want to have happen is the same thing as, again, going into your first monthly final, but that is what we are seeing. Отлично. Пока что Зета вообще отлично идут, отлично. Походу кто-то разбудил Зету. Капец, они не лидируют. Уже четверть. Уже четверть. И уже меточка поставлена на этом. И похилил, и юзнул гаджет. Это просто, ну, лютый мув от Мяу. Уже за это 60%, уже даже больше. Уже на этой горячей зоне. Неужели Зета все-таки берет и все-таки у нее получается закамбэчить? Все, Зета закамбэчила все 3 сета. 3 сета закамбэчила Зета. Капец. Капец, чуваки. Это просто жесть. Просто... Я похлопаю. За камбэк Зеты это просто...
я не знаю. Я, конечно, много камбэков видел, но этот прям вообще, ну просто вот на ниточке. Просто. The Division все-таки взяла и все-таки закамбэчила. Взяла и закамбэчила весь матч, все 3 сета. Просто красавчики. Или мяу, или Нави, пусть мяу будет. Все-таки Нави, ну ладно. А нет, мяу и Нави, они капец, они рядом. Про 750 очков, отлично. Ну что, ребят, следующая четверть финала, это у нас будет Рэп Тотем и Нави. Рэп Тотем и Нави, потом будет Colossal Gaming и АНР. Ну и потом в полуфинале и в суперфинале узнаем, кто же победит. Я за Нави буду болеть. Сейчас уже будет Нави. Будем болеть за них. Будем надеяться, что они победят Рэп Тотем. Капец, мяу, 8 киллов. 8 киллов мяу просто. Yes, again, I will say, you know, we all predicted the same because we all copied Mi's division moving forward, and it's going well for us so far. We'll move on to the MVP, and it's going to be Navi. After we saw some great nanny plays, MVP все-таки Navi, окей. Ну, Нави. Proved himself on that brawler and brought it back once again to prove himself yet another time. Well, you voted for it over at event.brawlstars.com. Stuff to see. But again, you know, let's know in the chat, how are you getting on with your predictions over there? Не понял. Что случилось? Because I've got to say, Trump, 7 out of 7 so far. I mean, that's good going. I'll take full credit for it. I mean, you're 2 out of 2. Of course, you just woke up a bit late when it came to APAC. 110 очков мне набрать и, в принципе, все. Time is getting on, Trump. We've got to move on to our third quarterfinal of today. We'll be right back, guys. Do not go anywhere. Вот, за счете будет вот такой спрейчик. Сейчас, короче, рекламка какая-то будет. Короче, знаете что? Вот сейчас будет Нави и получается Рэп Тотем. Блин. Короче, Рэп Тотем и Нави. Я помню Рэп Тотем, короче, в 2021 году она доходила, по-моему, до финала или до полуфинала, я не помню. Потом она сражалась, по-моему, с Зетой. Я не помню, но я помню, я вот голосовал, болел за Рэп Тотем. Сейчас тут Нави, и они с Рэп Тотем, и они вообще что-то... Жесть. Что будет? Кстати, Теги пришел. Теги пришел. Все, вот теперь Рэп Тотем и Нави. Пока мои предикты отлично идут, пока что вот все, как я сказал. То есть Now or Never победила, The Division победила. Вот тут вот не знаю, Рэп Тотем или Нави, но я буду за Нави болеть. Всегда за Нави. ММА, Петя, Кубик и Ангел Бой против Мару, Маури, вот эти вот два любимчика мои. И Джокер, кстати, да, тоже был. Мару и Маури, у них похожи просто ники. If you look at their history, they started off in 2021, right? Was that top 4 placement, which was very unexpected. Вот, да, Рэп Тотем и Ватра Гейминг были, вот они. Вот они, 3 челика. They looked pretty much just as good with Joker joining the roster as well, giving them that extra spice. По-моему, Рэп Тотем это же итальянская, да, команда, вот. Я за них вот раньше болел очень сильно. Против Ватра Гейминг особенно в 2021 году.
addition as well, we have seen a bit more of a team roster change in regards to the coaching. We've got Roll coming in now from AC-Man Clash of LATAM South of last year now. As we know already, Inso going over to the Zeta Division, we've seen them already progress to the semi-finals. But let's focus on Navi, MMA, Cube, and Angel Boys. We know it was Alex that parted ways, and we're seeing a little bit more from him later on today as he is on the A&R roster. But it wasn't the World Finals that Navi were hoping for. It was their first land, so we've got to give them a little bit of credit for that, for putting up the fight, which they did. But Tribe giving NA that winners round of 16. Нави! We've got to say how it is. But coming in today, it looked great in their qualifier. I've really got to draw attention Вот to они. how much work they had to do. Some of the teams they had to knock out to make it to this monthly finals. In many of the eyes of the pros, Teddy, they had the harder run in that bracket. Dude, I feel like every beginning of the year we count Navi out in a way, right? We feel like they're not looking as hot as they used to be, and yet somehow they make it all the way through, they qualify, and I'm expecting to see more of that today. I think they are a very fierce opponent here for Reply Totem, and they better be ready. Нави должны победить. Yeah, I think they will be ready for them for sure, and it's going to be an interesting time for Reply Totem. I mean, Хоть они в финале в 2021 году проиграли Zeta Division, они вот дошли до финала и все-таки не смогли выиграть Zeta Division. Zeta Division вообще сильная команда. Тем более Сайд Темпо, Ачапи и Тенсай, по-моему, там были. Вообще сложные челики. А вот сейчас интересно будет, потому что непонятно. Либо Нави, либо кто-то. Hard Rock Mine. Емграб, первая карта. Кстати, сеты пока еще не показали. Вот они, сеты. Емграб, ББшечка, награда за поимку, сейф и нокаут. Ну погнали. Забанили. Получается, кстати, Ворона уже взяли. Забанили Пенни, 8 бит, Джанет, Грей, ну, Рэпитотом забанили. Нави забанили Грей, Джин и Гавс. Выбирают Перса. 8-bit and Janet banned out a reply totem. Navi gonna be banning out Grey, Jean and Тут, Russ. кстати, хорошо может подходить Тара со своей стяжечкой. Стю, кстати, тоже неплохо. И за него будет играть Кубик, окей. Хорошо. Здорово, Дэрил. Интересно, кого будут следующего выбирать и бикать. Ну да, выбирать и бикать это одно и то же. Отис. Хорошо, хорошо, неплохо. Петя будет играть за Отиса. Что же выберет Мару? Мару или Мару, не знаю, как он будет. Либо Маури. Что он будет выбирать, интересно. Пэм, кстати, тут тоже хорошо будет идти. Пэм неплохо. Спайк. То есть был Ворон, теперь Спайк. Мару выбирает Спайка и Газ Маури выбирает. Лол. Хорош. Так. Что же выберет у нас Ангелбой? But it does work. It's, you know, quite standard. It's been in the meta pretty much ever since its release. I'm assuming that is gonna be either played mid or Рика. Ну, кстати, тоже неплохо. По стенкам будет стрелять. Looking at this Rico, actually. Лол, 3 робота. Отлично. This is an odd one from Navi, let's be honest. I mean, you know it's a new season of the VSC when it takes me this long to realize that Rico has not been picked because it's my go-to brawler on this map. It really is. Посмотрим, что сделают Нави на этой карте, на этом первом сете. Посмотрим.
completely eradicate the effectiveness of the Rico on the left-hand side. I prefer it on the right-hand side myself, but it's a bit more to the preference of the player. I think you can just get better angle on some of the positionings on the right-hand side there, but it depends on how it's played, if I'm being completely honest. And you know, surely guts for the mid, right? The reply totem, they're going to be considering the crow for a little bit, but yeah, now Уже качка началась. by Maori. Because then you want the crow to be able to assassinate, and it can do a great job of assassinating on the Rico side. So that's what I'm looking to see really in this matchup between Joker and Angel Boy. So far, Maori and Joker both low HP. Сорян. Отлично. Маури забирает гемчики. Блин. Блин, капец, Нави все уже умерли. Будьте аккуратны. Там же 4 гемчика же внизу. Это капец. Ой, блин. Капец рэпли тотем тащит. With the amount of utility available to reply to it, maybe a surprise to me if Maori goes down here, but if Angel would connect, can't get the angle here realistically. Ангел Бой, ах, ну тут уже ничего не сделает. Капец, Нави, что-то тут это вообще так себе. Может быть, не тот пик выбрали, может быть, что-то еще. Yeah, I feel like this is kind of just the motto here for Navi, right? They go for something a little bit unusual with their comp, and they are hoping that they create enough chaos in the early stages of those games that they build up some momentum and end up taking it. It didn't quite work out for them. Вот сейчас уже прям хорошо. It wasn't all bad either. Just got to be a little bit more careful with where those gems end up. SQ takes a lot of early damage. Maori and Joker creating so much space down in the mid. MMA on that left hand side is taking quite low HP as well. They can't quite line up the angle, but eventually Joker does, and that's going to be the pickup for Reply Totem. Just creating so much space for Totem to just pick up gem after gem and completely lock Navi. То есть Маури просто собирает гемчики, нормально? Angel Boy is trying to seek out and destroy Maori there, but now surely he'll find it. Oh, the pinch is great though between MMA, but the range needs to be closed in just a little bit. They are starting to collect the rats in the trap, and it's Maori versus MMA now. ММА. Why is he not using Петя. That's supposed to be great to be able to seek out this situation and to keep the pressure on, but Капец. it was used a bit too late there. Maori was the target. Ну, кстати, хорошо. Was there to allow then Joker to come into the mix, and it wasn't really the А капец, они просто вырубают их, все. Они просто не успевают. Хорошо, но недостаточно. They certainly do. Cublo as well and gets pinched by now. Maybe a little bit too wide on that flank. That's gem number 10 from Maori. A shield popped as well just for safe measure. And now Navi. They have 10 seconds. Блин, но все-таки Нави, все-таки, мне кажется, с пиком может быть что-то не получилось. Все. Рэпли Тотем они выиграли. Рэпли Тотем первый сет выигрывают. Может быть, сейчас в бравл-боле отыграются Нави. Посмотрим сейчас. Reply Totem to be a bit frantic in their approach at the beginning, before they just kind of felt like, guys, why are we playing into the ideas of Navi? Why are we kind of approaching this in the same way when we can just kind of sit back and control this a bit better? I'm not sure whether it was nerves or whether it was just a bit of aggression that they were trying to inflict that kind of just didn't really come with that element of controlled aggression that you really need to have against the team that are successful enough to be in the position of Reply Totem. I mean, you just cannot play that way against them, and they were punished for it. Simple as that. Вот мне, кстати, интересно, как интересно показывают наибольший урон в секунду, наибольшее исцеление. Кто за этим наблюдает? Yeah, I agree with you. I don't think it's just a draft per se, but when you commit to a 2 mid, you need to fully commit, right? That means you need to be constantly on the offensive side and take map control and fight all the way up to their side of the map. And I feel like Navi were just really unable to get
any sort of wins on their lanes and create that pressure for the Stu to start driving. He was playing so defensively that the lack of range was really being felt, and the stats, I mean, really speak for themselves here. Angel Boy with the best results on the Rico, as kind of expected, as it is the most traditional brawler on this map as well. But for the most part, 11 kills on Joker, really not too shabby. Yeah, I mean, Joker played phenomenally well in that match, and especially coming into it, we kind of questioned the Crow pick in Hard Rock Mine just a little bit, but I mean, you can see there why it's worked so well. Definitely one that I'm sure Roll had a bit of work to do as well when it came to that. ББшечка. Сейчас будет бравл, посмотрим, как они будут играть в бравлболе. Нави, я про Нави говорю. Whereas defense booster, it's really viable. In my opinion, it's still viable, but it's almost like Gus has now eradicated that gadget. It needs a bit more love now to look back upon. But there we see the vote as well, 74% there. And correct me if I'm wrong, Teddy, there. I saw a glimpse of it. I'm pretty sure that was in favor of Navi, if I'm not mistaken, right? And that just goes to show the strength of their... Наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, полностью чемпионат не буду стримить, потому что... Ну, мне уже что-то как-то скучно становится. Но если Нави все-таки выиграют, то я буду стримить дальше. Если Нави все-таки выиграют, если Нави выиграют Реплитотом, то я буду стримить дальше и болеть за них. Эмс пока что Петя выбрал. Вольт, кстати. Quite interesting, playing off that speed gear in the bushes, making sure you make up for that lack of speed early game and try to get to stage 2 as quickly as possible. Бой выбрал Вольта. You get to keep it for the entirety of the game. Посмотрим, что выберет Кубик. Эш. As well. I mean, it's looking scary. I think Sam would be a great shout here for a Reply Totem, to be honest, especially with the poker. I mean, that's going to go in such a fantastic way. I mean, you're looking at combining hearty recovery, star power, and Sam with the poker and magnetic field as well, just to bring in the Ash when he tries to escape away with the speed that is inevitably going to have off the back of the rage. I really like we're sparing for Reply Totem if they go with that idea. Nonetheless, though, Navi are aggressive. They're going to go with Colette. Surely going to be Joker on that particular brawler. The man works absolute magic when it comes to playing Colette here. But I don't know. It just wasn't kind of where I thought they were going to be leading with it. Ну, посмотрим сейчас, как они будут играть в ББшечке, в бравлболе. Посмотрим, как они сейчас будут играть. And that's where, for me, Navi have got to rein things back in just a little bit. Brawl is not a map and mode that you want to be making that kind of mistake with to give your opposition, free reign of the field. So coming to this one, I want to see a bit more of a slower, steadier start to get those surge stacks, especially Cube's going to land these early shots. Ой, блин. Вы знаете. Капец Нави просто... Капец Реплитотом просто Нави унижает. Просто посмотрите. Вот первый гол, и они уже просто, ну, я не могу. И Поко подходит. Хорошо. Минус Поко. Хорошо. Блин. Ну, кстати, хорошо задефал. Ой, кстати, хорошо было. Пас дает Ангел Боя, но ладно. Пытается Поку как-то убить. Отлично. Вот, кстати, отлично. Может использовать ульту, и все, это должен быть первый гол. И это первый гол от Нави. Отлично. Отлично, это первый гол. Офигенно. Ждем. Ой, блин, минус Ангел Бой. Это очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все. Маури просто зашел и все. Капец. Будет вообще офигенно, если Нави закамбэчат.
Если Нави закомбэчит, это как за дивизион, это будет просто что-то с чем-то. Это будет просто офигенный камбэк. Погнали, следующая каточка. О, блин, они кубика сразу же убили. Это плохо, капец. Ну сейчас Маури опять зайдет и все. This is a huge trade for Cube. If he didn't pick that one up, that would probably be the second and final goal here for Reply Totem in this set. Let's see if Navi can build up some sort of a push, and Angel Boy does not stand a chance against Joker on that collab. MMA trying to make sure they can't. Ну, кстати, Петя вот хорошо встал, у него есть ульта. Может быть, может как-то... Блин, вот, кстати, плохо то, что он использовал ульту. И... Капец, реплитотом вообще унижает вообще. Опа! Унижает Нави, но что-то тут пошло не то для них, и у Нави есть шанс забить гол. Есть! Отлично! Это, кстати, опасно. У Пока ульта и у Джанет ульта. Вот это опасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Лоу хп, но пытаемся как-то... Монч, ой-ой-ой, тихо, аккуратно. Отлично. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Yes! Yes! Нави! Нави есть! Я здесь забыл насмотреть на Нави, хорош! Хорош! Фух. Следующая игра от Нави. Ой-ой-ой. Ой, блин. Ой, блин, поджимают-то как, а? Как же их поджимают-то? Как же их поджимают. Капец, Нави просто его убили сразу же. Петю сразу убили, можно сказать, сразу. Куб хорош, да. Опять, вот, капец, с двух сторон просто берут и убивают. Это жесть. А, я уже нажал. Забил эпично, да, забил эпично, да. Кубик, давай, плиз! Кубик! И все-таки второй сет забирает Репли Тотем. Все-таки второй сет Репли Тотем забивает. Все-таки трудновато дается каточки Нави. Все-таки, может быть, не тот пик, может быть, скилла не хватает, я не знаю. То есть, ну, сложно дается Нави, сложно. Но сейчас посмотрим, как они поведут себя в Баунти. Сейчас посмотрим. Просто Маури идет и забивает. Это... я не знаю, третий.
Я угадал, третий сезон, если что. Третий сезон. Как я это угадываю, я не понимаю. Я просто наугад тыкаю и все. Ну, хотя иногда я думаю, может быть, что-то мне это поможет. Но в 21 году они были, то есть вдвоем, Мауру и Маури. В 22 году тоже, значит в 23-м, то есть это уже третий весь сезон получается. My instincts are saying, man, Colette's good, but it's not her best mode by any means at all. I mean, Heist absolutely is. But then I remember, well, it's actually Joker playing Colette, so that then changes things quite considerably. It is one of his best brawlers on that mode, honestly. And those stats say that same story. Mary as well having a great game, but... Из-за тобой вроде повторяется, что... А, ну окей. Those stats do not reflect anything near that same story. Yeah, it's kind of crazy that Navi let that Colette happen in the first place. As you mentioned, one of Joker's most... Сейчас посмотрим, как они в баунти будут отыгрывать. Если они в баунти будут выигрывать, будут... Офигенно будет. Посмотрим, может быть, закамбэчит, не знаю. Блин. Как это называется? Как эта карта называется? Я уже забыл. Канал Гранда, но это на английском. Ну ладно. Посмотрим, как они будут вести себя. Блин, сейчас. Я был, что и ты, окей. Мама Петя возьмет Джина. Мне кажется, будет Брок, чтобы раскрывать карты. Отиса, кстати, возьмет у нас Джокер. Джанет возьмет Мару. Маури, точнее, извиняюсь. Интересно, кого возьмет Ангел Бой. Или Кубик. Либо Кубик, либо Ангел Бой сейчас выберут следующего перса. Эш. И Ангел Бой все-таки будет Ангел Бой играть. А Кубик возьмет Вольта. Окей. Кого возьмет Мару? Вот Мару возьмет какого-нибудь. Может Брока взять на раскрытие. Может Пайпер, кстати, взять. А Пайпер. А, нет, Пайпер не забанили, кстати. Тащите Нави. Я тоже за них, я надеюсь, Нави будут тащить. Я надеюсь, Нави закамбэчат. Спайк. Посмотрим. Ну, у Маури, вот, Джанет, есть такой гаджет, который, ну, типа, по 100 урона наносит челикам в области. Ну, посмотрим, короче. Может быть, он этот гаджет выбрал, может, другой какой-то. Посмотрим. Ну, погнали, Нави, тащите. Вся надежда только на вас. Да, вот я про этот гаджет имел в виду. У Джанет. И сразу же они выигрывают. Ангел Бой убивают. Надо Ангел Бою, да, отходить, потому что могут убить. Кстати, у Пети есть ульта. Это прям хорошо. Он берет, тяжечку дает и не получилось все-таки.
Да блин, ну кубик. Что-то Нави, хотя Нави что-то не идет, я не знаю вообще. О, хорошо, хорошо же было. Убейте Мару, убейте, плиз. Ну окей, Джокера убивайте, блин, одна звезда разделяет. Разделяет только одна звезда. У Пети есть тяжечка, он может притянуть кого-то. 30 секунд осталось. Надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным. Кактуса притянул. Отлично! Отлично! Есть! 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 Нави выиграли! Нави выиграли! Плиз, плиз, плиз! Неужели Нави сейчас выиграют? Если они реально выиграют, это будет просто... I mean, if you'd had maybe just been a few pixels away from that corner, it would be a different story, but that's exactly what Navi needs to do right now. Mari under very quick scrutiny. As Cubic there gadgeting in very early on. Drop the base to be protected for all it's worth by the Reply Totem here in the early outset moments. And they will gain the blue star for it, so a lot of utility was used to gain it. And now, responsibly, that's the second drop the base here for Reply Totem. I think that Navi are making this work quite well for me. If MMA can get like a good pull here and just kind of heal himself up and start to gain. Да, тащите молодые Нави. Great pinches can be said, but actually getting a bit overzealous there as Cube goes down. Does have three players low HP. Angel Boy was a nice pickup and gathered to heal himself back up. Тащите, плиз. One start. Минута 5 секунд осталось, давай. У Джина, ну, у Пети есть это... Ну, стяжечка. Сейчас все зависит от Нави, как они будут отыгрывать. Разделяет одна звезда, опять же. Ой-ой-ой, Петя, отходи, плиз. Тихо, Кубик, отходи. Опять кактус притянул, да что ж ты будешь делать-то, а? Ангел-бой. Ой, блин. Блин, ну блин, все-таки не получилось. Блин, ну не получилось. Не получилось. Давай, Нави, плиз, плиз. Плиз. Ластовый шанс есть. Кубик, блин, чуть не умер. Еще, блин, аккуратно. Что? Нави? Я даже не заметил, что у них 5 звезд. Ой-ой-ой. Посмотрите на Нави, как они отыгрывать начали. О-хо-хо. О-хо-хо. Капец. Мару летает куда-то. Есть. 13-0. 13-0 в пользу Нави. 13-0. Это очень хорошо. Но надо быть аккуратным все равно Нави, потому что... Надо просто продержаться 50 секунд. Тихо, 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 ангел-боя, будет аккуратен. Аккуратно там наверху, там кубик с Петей, аккуратно. Отлично, отлично,
17-0. 17-0. Что за... 19-0. 19-0. Нормально 19-0? Нормально кубик мансует. 23-0. 25-0. А, 5. Все, Нави выиграл. Нави выиграли. Выиграли. Первый сет. Первый сет они выиграли. Первый сет. Первый сет Нави выиграли. Мы лучшие, легенда. From start to where we are. I mean, Navi just have that kind of play style, it seems, at the moment, to really try to ruffle their feathers and just try to take them away from what they know is actually the... Look at this, though. Cubic just managing to stay alive here. Вот да, смотрите на Кубика, он почти выжил. Точнее, почти умер, но он выжил, хорош. Сейчас, получается, будет сейф, потом нокаут. Until now, but in Canal Grande it really is that situation of if you have that control of the mid, then more often than not, great call from MMA, honestly it really was. You know, having that mid control is what you need. If you get that early on, and that's what Navi did at that set point opportunity against the match point no less, it's to be able to hold that position in power, you're pretty much always at a disadvantage trying to push in to that high ground and the kills. Хорош, хорош. Какая задержка стрима? 7 секунд. 7 секунд задержка. Я уже его обновил. Задержка стрима 7 секунд. Closing out those kills, because if you get a gene pool, that's a confirmed kill. If Angel Boy gets into your face with his Ash, that's a confirmed kill. And I think the ideas there were just a little bit better on the side of Navi and Reply Totem, perhaps underestimating the power of the Ash in this one. Moving forwards then, and actually this map and mode, it kind of caters Navi's playstyle. I mean, it really does. Пит-стоп, кстати, карта вы подо мной не видите, но она вот где-то вот тут написано пит-стоп. Бан Эмс подо мной, вот вы не видите, он там. Эмс, Барли, Гавс, Эль Прима, что-то там еще. Эль Прима, Отис, Динамайк. Петя берет Ниту. Тут Бул может подойти хорошо, Бул. Бул может подойти хорошо. Для раскрытия тоже прям хороший перс. Buzz here. I really love Buzz here. Been running it a lot in Power League myself, and it can shut down so many ideas. Let's see what Reply to were thinking early on, but I mean, the chance to... Я сказал же бык. Бык прям хорошо идет. Прям вот бык нормальный. Жаль, вот да, вот быка надо было забанить. Бык бы это... Он нормально идет сюда. Спайк. Some sort of confusion, perhaps, in what Reply Totem are willing to bring, and Navi would have read and prepared for this specific set. Spike, again, a little bit more plain of a pick. He's been coming back into the meta, interestingly enough, probably just because there aren't as many viable tank counters, especially when brawlers like Ems are banned out here on this map. I don't know. Volt. Again, I guess here from Navi, they brought it in nearly every single set so far with varying results, but they're off, you know, a bit of momentum playing that brawler. So let's see if they can make it pop off again.
just don't know whether it's the right place for it. Дэрил. Chance to break the map open, and I think with the Dara as well, that's kind of what the thought process has got to be here from Reply Totem coming into this one, just to have something to. I think it might be too late, actually. У них, кстати, нет раскрытия у Нави, у них нет раскрытия, что плохо. Ну, Пенни там со своей мортирой, конечно, да. Может быть плохо. I'm not sure here with the Reply didn't have the draft, in my opinion. Obviously, the Spike has got to do so much work on defense. They're banking on getting the penny turret, which we now know is called Larry, apparently, to the top left or right hand side to really have it honed in on the safe. But I'm not too sure. I mean, Ball can do a lot of work here. There's no doubt about that. But I think that Navi might be able to take this all the way. This is the comp that surely has legs. Вот, кстати, есть возможность того, что Нави победит. Ой, хорошо. 6К. That barrel actually, and just doesn't really care for it at all. Able to get onto that safe and some nice early damage. Maru gonna try Отлично. match that, but Нормально. really able to do it to the same extent. Пока что Нави выигрывает, это хорошо. Some value here and there. Cube going in for a flank onto Joker, but Joker reads it and is able to reposition very nicely. Ой-ой-ой-ой. Super now onto MMA, which should be locking in that kill. And a chance here maybe to get some damage on Отлично. save as Maru will get a Ой, блин, почти. Equalizes for now, but a spike super from Joker will be giving the Блин, вот Спайк сейчас такой дамаг нанесет. at least temporarily. Close match, in all honesty. MMA though, no one's feeding him, and that's exactly what you need to do against the Nita. Maru's going to be going in now. They've got to be very careful in their positioning here. Yeah, he's playing it slow and cautious. Now I have to think better of it, or trying to rotate his way around here. Good roll from Major Boy, brilliantly done. I mean, look at the way that Navi turned that situation around, but no one is feeding MMA. They are so careful to not give him Bruce, and I love the fact that they are treating it so cautiously. Хорошо. Жаль, вот Мишки вот нету. Ой-ой-ой. Now as well, a chance maybe to catch up, as I think Maru is still on that save, but a couple more hits too, in fact. 4%. Not quite gonna get it done just yet. У Нави остается 4%. Is also solo HP. Mari gonna get a connection. The mortar plays out as well. A couple more hits would be enough, and the fire of the mortar will be what does it here. Блин, там вот сочка оставалась. And Navi, I mean, they're kind of right back at the position they were a couple games ago. Yeah, but they were able to sort of hold their own a bit when it came down to that, and I do feel like it was very close. Probably a bit closer than it probably should have been, actually. But they can turn this around. Reply Totem don't keep their focus and keep their eye on the prize, then this could go from a good day to a bad day very quickly, especially with Anita on the other side of the field. But that is not the start that Reply Totem wanted. Cube, oh, great shots though there. Gonna have to heal up now massively. So Angel Boy's playing out of his mind right now, but they're a bit too much, and the penny turret will do wondrous things when it's in that defensive position. Yeah, I do like the penny mortar against the stage 1 surge, because he's just so slow that if he does the slightest mistake, he's going to be tanking that damage, and that's a lot of value for Mari, helping him cycle through those mortars. The second one plays down already, and this one has access to the save, so the value is going to be much more substantial now for Reply Totem. 25% in their favor, and it keeps extending, and the save is burning down. And I may one shot 18 HP, still standing for the time being. Ну, задефал окей. Into MMA, 3 consecutive shots, and it just eradicates that Nita's potential there. Great pinch between Joker and Mari as well. It just seems like Reply Totem playing these moments so beautifully well. Сейчас Мару может залететь. Прям спокойно. Мару спокойно может залететь.
Yeah, solid defense on their end, and Navi, surprisingly enough, this is the first damage they're going to be getting on safe of the entire game, and you have a match point in hand. That's got to be quite a scary taunt here for Navi. They still got. Вот сейчас Мару может залететь. Он мог залететь. Мару. Ой-ой-ой, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Salty barrel plays down, mortar plays down as well. This is a chance to get some damage, but I don't think Totem care. They know that Anita without a bear. О, вот Нита, кстати, без все. And they'll be closing it out themselves as they get some more Всё. damage onto that red save and lock in Всё. the victory here. Нави, к сожалению, не смогли все-таки. Simple as that, and you know, I think Reply Totem played that perfectly. You know, in those moments, you've got to make Не смогли пройти дальше. decision as to what you want to do. If you know that you can win that trade, then you've got to fully commit. That's exactly what they did. No hesitations about it. They were certain the Bruce was not there. Simple as that. And without that, they get the win. They move on to the semi-finals. Great stuff from Reply Totem. Navi, although they had some good moments. And the potential was there. A lot of the drops I actually quite liked from them here today, but their playstyle was just a bit scatty. It just didn't feel as methodical. ММА был хорошим челиком. On the side of Reply Totem, and they thoroughly deserved to win, in my opinion. I just felt like they were playing a better game in general. I just felt a bit more composed along the way, and it just goes to show, you know, sometimes the best drafts are those that are just like the simplest. You know, they had not as just a bit more of a versatile pick, but you're not really necessarily sure what you're going to be leading into. It's still one of the best brawlers in the game, in my opinion. Получилось вот так вот. Ладно, челики, я, наверное, закончу стрим, я уже 2 часа стримлю. Все-таки ММА, ну, точнее, не ММА, а сама команда Нави проиграла, к сожалению. Мы думали, что сейчас она закамбэчит, но, к сожалению, не получилось, не фартануло. Увидимся на следующем стриме на этом канале. Всем пока, ребят. Я уже устал, у меня глаза уже устали смотреть. Я сам уже устал смотреть чемпионат, мне уже скучно. Поэтому всем пока, до следующего стрима, ребят. Покедова. Смотрите чемпионат, если что. Если у вас мало очков, то, естественно, смотрите там у холдика, у кого-то еще. Я просто, начал стрим все для того, чтобы, ну, вдруг Нави выиграет там или что-то еще случится. Но все-таки не получилось.